Здравствуйте, господа. Начинаем вебинар, посвященный здоровью. Как всегда во вторник. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, и я постараюсь сегодня ответить на ваши вопросы. Что будет в вебинаре? Ответы на ваши вопросы, возможно, связанные с традиционной медициной, нетрадиционной медициной, персональными взглядами, диетой, нутрицептикой и применением различных витаминных, минеральных комплексов. Итак. О, пошла трансляция, это хорошо. Сейчас я открою ваши вопросы и начну. Итак. Где тут наш вебинар? Бондаренко Татьяна. Добрый день, Андрей Андреевич. Подскажите, какие препараты ТФ можно применять для выравнивания давления? У меня то низкое, то высокое, качели. Для того, чтобы понять, как работает гипертония, недостаточно получать информацию, которую дает традиционная медицина. Традиционная медицина считает, что артериальное давление может возникать по трем причинам. Это переизбыток или неправильный метаболизм кальция в крови, поэтому существуют препараты, называются блокаторы кальция. Дальше есть бета-блокаторы, которые связаны с элементами стресса. И есть блокаторы гипертензина, это гормона, который выявлен и который появляется в крови и вызывает гипертоническое заболевание. Также гипертония может быть следствием заболеваний почек, коры надпочечников, это может быть симптомом сахарного диабета второго типа, невротических состояний и так далее и тому подобное. Но я могу сказать некоторые свои выводы. Мои выводы звучат так. Почему-то никто не обращает внимания на то, что наша гипертоническая болезнь, как правило, связана с кислотностью нашего желудка. И очень часто в случае, если кислотность повышается, у человека появляется давление. В случае, если кислотность низкая или очень низкая, у человека появляется у человека появляется заниженное давление или пониженное давление. Я уже это давно заметил и могу сказать, что проводя вот такую аналогию, я могу прямо гарантированно сказать, что во многом состояние желудочно-кишечного тракта и реагирование на внешние раздражители может влиять на то, чтобы у человека поднималось давление. Давление может подниматься в случае, если есть закрытые желчные протоки. В случае, если есть у человека заболевание поджелудочной железы. Но, как бы не говоря об этом, а подводя итог вышесказанному, я могу сказать. Есть великолепная книга, которая называется «Пропедевтика внутренних болезней» Виноградова, который в свое время в этой книге написал следующее. Он сказал: и во время повышенной секреции, повышенной кислотности и низкой кислотности желудка существует определенный препарат или существуют определенные исследования, которые утверждают, что в случае, если человек увеличивает употребление витамина В1 и В6, то данные витамины способны отрегулировать кислотность самого желудка, ну и в общем-то желудочно-кишечного тракта, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки и так далее, всех отделов. Таким образом, можно сказать, что актуально и рационально принимать препараты витамина В1 и В6. Витамин В1, его отдельно мы не продаем, а вот витамин В6 у нас продается в препарате B6, магний B6. Или по-другому называется, магний B6. Этот препарат у нас продается, можно принимать магний B6. Также принимать препараты для снижения кислотности. Это препараты, допустим, это может быть препарат железняк, и это восстановит ваше состояние желудка. Именно поэтому этому даются объяснения. Именно поэтому в случае, если у человека поднимается давление, то можно объективно сказать, что это связано с тем, я забыл начать эфир. Это объективно может быть связано с тем, что у него высокая кислотность в желудке. И есть такие методы, это глубокие дыхания, после чего выпить стоя стакан теплой воды. Как известно, теплая вода снижает кислотность и так далее. И это снизит у вас давление. И точно так же повысить кислотность поможет не теплая вода, а холодная вода или замерзшая вода. Она может простимулировать и повысить кислотность. В чем особенность? Дело в том, что
Дело в том, что очень часто люди не могут определить, у них есть пониженная кислотность или повышенная. И я бы хотел несколько слов сегодня об этом сказать. Дело в том, что в случае, если у человека эзофагиальный рефлюкс, то, как правило, он возникает на фоне сниженной кислотности самого желудка. В случае, если у человека есть изжога, то это очень часто может быть связано с повышением кислотности. Эзофагиальный рефлюкс, в случае, если он проявляется еще совместно с плохим запахом изо рта, который, как обычно, человек не ощущает, который болеет данным заболеванием, это называется галитоз, то это говорит о том, что у человека есть сниженная кислотность. Как проявляется сниженная кислотность? При сниженной кислотности, которая является отчасти синдромом дискинезии желчных протоков или невыведения желчи, очень часто развивается, помимо плохого запаха изо рта, появляется эзофагиальный рефлюкс, появляется отрыжка, появляется плохой запах изо рта, сопутствующими болезнями может быть, включая, помните, я сегодня говорил уже, что низкая кислотность желудка может приводить человека к тому, что у него проявляется или появляются запоры, анемия, появляется у него, может проявляться, о плохом запахе изо рта сказал, худоба. У такого человека может быть неуравновешенная нервная деятельность. У таких людей могут быть проблемы со снижением либидо, также могут быть сбои, связанные с кортикостероидами, работой коры надпочечников. Очень часто у женщин появляются на этом фоне миомы. И можно сказать, что это связано вот как раз с очень низкой кислотностью желудка. Чем можно повысить? Сегодня я хочу представить вам препарат, он называется бетаиногидрохлорид. Данный препарат повышает кислотность. Несколько слов об этом препарате я могу сказать. Бетаиногидрохлорид – натуральное вещество, которое помогает улучшить пищеварение, поддерживать здоровье печени, повысить энергию, улучшить обмен веществ. Улучшает пищеварение. Это способствует полному расщеплению пищи, лучшему усвоению питательных веществ, поддерживает здоровье печени. Бетаин помогает уменьшить уровень жиров в печени, что помогает поддерживать ее здоровье. Улучшает энергию, улучшает обмен веществ. Бетаин помогает увеличить гидратацию кожи, уменьшая ее сухость и шелушение. Снижает уровень гомоцистеина, и это связано с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Помогает повысить уровень нитроксида в организме, что помогает улучшить кровообращение и повысить выносливость, поэтому будет полезен тем, кто занимается спортом для дополнительной стимуляции мышечной ткани. Также людям, у которых есть проблемы, связанные с ишемическим заболеванием сердца и венами. Улучшает иммунную систему, увеличивая уровень глютатиона, антиоксиданта, который помогает защищать организм, подобно цистину, цистидину и цистерину, от свободных радикалов, если так можно говорить. Снижает развитие диабета, так как помогает снизить уровень глюкозы в крови, повысить чувствительность к инсулину, что может помочь снизить развитие диабета. Улучшает настроение, так как повышает уровень серотонина, что может служить настроением и уменьшить симптомы депрессии. Помогает снизить риск развития рака, так как существуют исследования, которые утверждают, что данный препарат может снизить появление и развитие рака грудной железы и печени. Я могу сказать, что это одно из самых лучших средств от эзофагиального рефлюкса с пониженной кислотностью, а как правило именно так это происходит. Также в случае, если у вас есть ощущение горечи во рту, принимать данный препарат советую совместно с горечами. Рекомендую принимать горечи Амарум Дуйко, 1 чайная ложка на стакан воды 1 или 2 раза в день. Кому не рекомендую данные препараты? Людям, у которых есть активная диспепсия, то есть есть несварение пищи, а также есть сахарный диабет 2 типа, и вы принимаете препараты группы метформин, глюкофаж, какие там, диабетон, то есть препараты для снижения глюкозы. В случае, если вы сомневаетесь, можно вам принимать данный препарат или нет, вы можете обратиться к врачу, и я могу сказать вам, что при покупке данного препарата, который вам назначит врач, я рекомендую использовать препарат нашей компании, так как мы поддерживаем прежде всего лицо компании, чистоту, экологичность и верность своим традициям. То есть мы делаем все из отечественных материалов, делаем это на отечественном заводе и делаем все для того, чтобы люди могли получать по-настоящему проверенный, сертифицированный и
разрешенный для продажи на территории нашей страны препарат. Великолепный бетаин от плохого запаха изо рта, которым в большинстве своем страдают женщины. Я могу сказать, что длительное время, наблюдая за женщинами, я увидел некую зависимость от того, насколько у женщины может быть счастливая семейная жизнь. Это связано вот с чем. Очень часто женщины начинают голодать, недоедать для того, чтобы иметь прекрасные формы или прекрасный внешний вид. На этом фоне всегда происходит истощение желудочно-кишечного тракта. Вот есть такое понятие, оно называется недостаточность. То есть если почки не могут работать, развивается почечная недостаточность. В случае, если у человека появляется недостаточность сердечная, она проявляется в виде ишемической болезни сердца, там, недостаточность работы поджелудочной может проявиться в отсутствии или неформировании островков Лангерганса, и недостаточность иммунитета проявиться в виде аутоиммунного тиреоидита, недостаточность печени может проявиться в виде стеатоза и так далее. Одним словом, можно сказать, что не принятое в медицине, но принятое, наверное, среди обычных людей, такое понимание, которое помогает воспринимать организм как целостную систему, это все связано с понятием вот такой недостаточности. Недостаточность желудка может быть обусловлена в том, что желудок и сама поджелудочная железа в недостаточном количестве выделяет пепсин, трипсин, гастрин, то есть ферменты, инсулин, ферменты, которые необходимы для стабильной и правильной работы желудка. В этом случае происходит уменьшение бактерий, которые находятся в желудке, что приводит в дальнейшем к ухудшению способности переваривания пищи. Это в дальнейшем приводит к отгибанию клапана и появлению плохого запаха изо рта. Это связано с тем, что в пищевод проникают бактерии желудка. Они в ночное время гораздо активнее начинают воздействовать. И, как ни странно, я заметил, что у женщин, у которых длительное время проявляются вот такие проблемы или появляются такие заболевания, у них со временем начинают появляться сопутствующие женские заболевания, такие как киста, миома, эндометриоз. Это гинекологические. Также появляется холецистит, это закрытые желчные протоки и воспаление самого желчного пузыря. Дискинезия может быть сформирована. Это дискинезия, это неправильный изгиб желчевыводящих путей. На этом фоне могут появляться мигрениевидные формы, то есть у женщин могут появляться состояния мигрени, вызванные спазмом или спазмированием сосудов в височной области, дистоническими спазмами, ну и так далее. И очень часто, когда начинают принимать, допустим, препараты, которые назначает врач, гастроэнтеролог, сталкиваются с тем, что данные препараты не устраняют саму проблему. То есть там у нас очень несложно происходит назначение, то есть это обычно там омепразол, там урсофаль какой-нибудь. Если закрытые желчные пузыри, то препараты, ну я не знаю, сенциалифорт или аллохол. То есть назначают ряд препаратов, которые способны выводить желчь и помогать формировать бифидобактерии, как правило, назначают. Но это, как правило, быстро не решает проблему. То есть плохой запах изо рта, снижение либидо, не улучшение общей ситуации, в ночное время рефлюкс, в дневное время изжога, потеря аппетита и так далее. Это все не устраняет саму ситуацию, и очень часто такие заболевания, они переходят в более длительную форму, ну и страдает и сам человек, и те люди, которые рядом с таким человеком находятся. Но выход этому есть, это препарат бетаина гидрохлорид. Данный препарат необходимо принимать во время приема пищи 2 таблетки 2 раза в день. Очень рекомендую, пожалуйста, пользуйтесь. Так, я в Facebook запустил трансляцию. Ага, а я в Facebook не запустил трансляцию. Ах. Что же такое склероз и как с ним бороться, да?
Ольга, добрый вечер, Андрей Андреевич, все участники вебинара, здрасте. Ольга, Наталья, здрасте, какая радость, что вы с нами. Спасибо, очень приятно. Больше месяца болею, то слабость, то потливость, то суставы выкручивает, гайморит, воспалился 3 раза в месяц. Подскажите, это сезонная нехватка витаминов или воспаление, или проявление порчи в моем случае? Спасибо. Нет, скорее всего это не порча. В случае, если у вас слабость, потливость, это связано, скорее всего, с климаксом. Потому что во время появления вот таких именно проблем, это мнительность, ощущение депрессии, депрессивные эпизоды, тревожное состояние, которое чередуется потливостью, чередуется там, с нестабильной менструацией и так далее. Также суставы болят, это тоже может быть синдромом. Это все связано с климаксом. Скорее всего, вы переходите в фазу климактерическую, и необходимо использовать препараты, которые могут купировать климакс. Какие это препараты? В моей компании есть препарат, называется Климактерикс. Принимайте его по 2 таблетки 2 раза или по 2 таблетки 3 раза в день. Для улучшения его действия можно принимать совместно с препаратом, который называется Сирантал, который, кстати, снимет у вас вот такие депрессивные состояния, тревожные состояния. Что такое депрессивные состояния и что такое депрессия, могу тоже объяснить. Дело в том, что очень часто человек, сталкиваясь с такими состояниями, не может понять, почему это происходит. Ну, как правило, это происходит на фоне уменьшения дофамина, сбоя работы мелатонина, неправильное засыпание, сбоя работы циркадных ритмов, ну и так далее. То есть причин, скорее всего, может быть огромное количество. Ну и таким прекурсором это является стресс или сильнейшее какое-либо стрессовое состояние. С чем это может быть связано? Голод, недостача употребления глюкозы, недосыпание, перевозбуждение психоэмоциональное, когда человек громко разговаривает, быстро разговаривает, не спит, все время состояние восторга, это может привести в дальнейшем к появлению депрессии. Как появляется депрессия? Она может проявляться в виде того, что человек начинает себя обвинять, его начинают раздражать громкие звуки, чрезвычайно начинают бесить там близкие дети, чавкает, свет громкий, у человека исчезает способность воспринимать информацию, невозможно читать, слушать. Если кто-то говорит, не слышите, если читаете, не понимаете. Это все говорит о появляющихся симптомах депрессии. Конечно, существуют антидепрессанты, ряд препаратов, но очень часто нам это не нужно, то есть принимать сразу антидепрессанты. Сейчас есть, кстати, новые антидепрессанты уже, которые не влияют ни на либидо, не имеют седативного действия. Ну, это тритики там всевозможные, там, слава богу, хватает. Но я хочу сказать, что существуют антидепрессанты и в нашей компании. Это экстракты лекарственных растений, которые созданы по принципу антидепрессантного действия или воздействия на организм. Я рекомендую использовать препарат Пастовид. Кстати, во время депрессии очень часто у человека появляются сходные симптомы, особенно если депрессия сопровождается еще и с тревожными состояниями, или по-другому это называется панические атаки. Такие депрессии могут быть соединены с состоянием, что у человека кажется, что что-то должно произойти. Появляется ощущение, будто не хватает воздуха. Это, кстати, первые признаки депрессии. Человек задыхается, ему все время и дальше кажется, что все грязное, кажется, что очень громкое, кажется, что везде там намусорен, кажется, что вещей очень много, нужно сделать перестановку и так далее и тому подобное. И в этом случае могут быть полезны применения моего препарата, который называется препаратом Пастовид. По 2 таблетки 3 раза в день. Забыл сказать, что часто депрессия или начинающаяся депрессия, она может быть связана еще и с таким болевым невротическим синдромом, который, как правило, извините, и очень часто, кстати, проявляется в виде 2 таких, ощущений или барьерных ощущений. Первый из них называется, я их называю фокальными спазмами. Это боль в копчике, это боль в шее и это боль в солнечном сплетении. То есть 3 вот таких
элемента, которые не могут врачи вылечить. Ну и есть еще всевозможные там дополнительные синдромы, которые могут в дальнейшем проявляться. То есть человек не может найти объяснение тому, почему там что-либо происходит. То есть у него появляется чувство автоматизма или синдром автоматизма. То есть подолгу моет посуду, потом ее долго рассматривает или подолгу может раздумывать над тем, осталось ли мыльное что-либо на этой тарелке, до конца ли смыто, там, попадет в него микроб, не попадет. То есть это навязчивая идея. Ну и это может формировать в дальнейшем автоматизм какой-либо, когда человек, допустим, имеющий идею, что все вокруг грязно, начинает бесконечно мыть что-то или подметать, или вытирать и так далее. Ну и в дальнейшем может приводить к обсессивным, компульсивным действиям, может развиваться какие-либо сопутствующие заболевания и отдельные, такие как заболевания, допустим, Кандинского, Клерамбо, ну и так далее. Ну вот если уже тяжелое состояние и тяжелая затяжная депрессия, нет сил, не поднимаетесь с кровати, ни с кем не хотите общаться, не смотрите телевизор, нет ощущении того, что у вас есть какая-либо сила, все время вялость, усталость, снижение либидо, не хочется есть никакой пищи, вдохновляет только сладкая пища, теряете вкус к пище, то есть едите потому что это нужно, а не потому что хочется насладиться, или наоборот появляется ощущение жора, все время хочется переесть, а потом это сопровождается с тем, что не хочется совершенно есть. Это все связано с тем, что, скорее всего, можно уже смело обращаться к психиатру и попробовать провести диагностику. В случае, если у вас нет таких ярких и видимых проблем, вы пока еще можете справиться с теми состояниями, которые у вас возникают психологическим способом, психотерапевтическим способом, то поможет мой препарат Поставит. Поэтому смело можете принимать. Ага, забыл сказать. Так вот, на фоне приема препарата Климактерикс я рекомендую принимать препарат, который называется у нас бетаиновая кислота. Особенность бетаиновой кислоты заключается в том, что очень часто бетаиновая кислота во время климакса может купировать сопутствующее возникновение артрита. Этому тоже есть объяснение, есть специальные там диагнозы, но и, наверное, последний такой есть нюанс. В свое время у меня была в Виннице лекция, это было, наверное, лет 10 назад, и обратился мужчина. Он показал свои ревмопробы, там все было отрицательно, антистрептолизин был в норме, далее С-реактивный белок был в норме, но он испытывал жуткие боли в суставах. То есть эти боли у него не уходили, он все время страдал от этого. Он говорил, что у меня при этом мочевая кислота была в норме, оксалаты были в норме и так далее. То есть я могу сказать, что человек объективно не болел ревматоидным заболеванием и не болел мочекаменными заболеваниями, но при этом испытывал постоянное вот это ощущение боли в суставах. И я вспомнил, что да, действительно, я спросил, где он проживает, а оказалось, что он находится в Виннице в гостях, вернее, а на самом деле постоянно проживает в Полтавской области. А ведь Полтавская область находится на первом месте на территории постсоветского пространства, где в почве и в продуктах питания практически отсутствует селен. И для таких областей, как Запорожская область, Полтавская область, Кировоградская область, Харьковская область, очень часто недостаточность селена может привести к одному из синдромов недостаточности селена, это боли в суставах. Именно поэтому я сегодня хочу вам рекомендовать свой препарат, который называется препаратом селен. Что дает нам селен? Является минералом, участвует в процессах в организме, включая иммунную функцию, метаболизм и защиту от оксидантного стресса. Ну и почему, я думаю, вам стоит начать принимать селен?
В случае, если у человека есть проблемы щитовидной железы, особенно при аутоиммунном тиреоидите, рекомендуют принимать препараты, допустим, активации или стимуляции работы щитовидной железы совместно с препаратом селена. При гипофункции это йод содержащий, при аутоиммунном тиреоидите терозин или тироксин, L-тироксин. Как правило, недостаточность селена приводит к развитию гипотиреоза. И именно поэтому совместно с препаратами йод содержащими я рекомендую использовать препараты селена. В 1986 году было проведено ряд исследований, которые утверждало, что в возрасте от 70 лет и старше при развитии катаракты у женщин, те женщины, которые начинали принимать дополнительно к общей терапии препараты селена, улучшалось состояние, а те, которые не принимали препараты селена, состояние ухудшалось. Именно поэтому за границей считается, что препараты селена, дополнительно введенные к рациону питания, существенно улучшают работу хрусталика и работу, в общем-то, всей системы глаз. Поддерживает здоровье сердца, поддерживает здоровье мозга и может помочь, это я сегодня об этом говорил, в профилактике болезней, таких как болезнь Альцгеймера. Селен способен защищать клетки от повреждений, улучшает качество кожи и волос, играет важную роль в улучшении волос и кожи, помогает защитить клетки от повреждений, может способствовать росту, вернее, здоровых волос и ногтей, поддерживает здоровье глаз, сегодня об этом говорил, таких как катаракта, поддерживает здоровье печени и является тем препаратом, который назначают при профилактике и лечении, но особенно таких как цирроз, билиарный цирроз. Помогает при депрессии, улучшает мужское здоровье, кстати, это тоже одна из ярких способностей селена, это уменьшать симптомы простатита, является препаратом, который назначают в урологии, также способствует уменьшению формирования и развития мочекаменной болезни. Рекомендую новый препарат нашей компании селен. Итак, где тут вы? Марина Кочекова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Часть здоровья, любви, семейного благополучия. Спасибо. Голова handmade. Ого. Сумки своими руками. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Стала спина при сгибании застревать, как старая дверь. И есть немного боли. Мне 46. Может, нужно физупражнения добавить и препараты еще СТФ. С уважением, Татьяна. Есть 3 препарата, которые необходимо при таких проблемах использовать. Первый препарат называется Deposalt. Второй препарат называется коллаген или коллаген. И третий препарат называется гиалуроник оксид. Таким образом, 3 препарата: коллаген, гиалуроник оксид. Можно, знаете, Deposalt, а можно вместо него принимать еще кверцетин, есть такой препарат. Все 3 препарата могут или имеют способность улучшать качество синовиальной жидкости, улучшать хрящевую ткань, улучшать эластин, что способствует тому, чтобы позвоночник начал хорошо функционировать, собственно, как и все остальные ткани, соединительные ткани. В качестве соединительных тканей участвует гиалуроновая кислота, участвует коллаген, участвует эластин. Помните, я говорил, что для того, чтобы эластин появлялся, а у человека не скрипели суставы, человеку необходимо, кто скажет? Давайте я вам скажу, не хватает меди. Именно поэтому медь содержащие препараты обычно лучшее средство для улучшения общей опорно-двигательной системы. Помогает это сразу, человек начинает лучше гнуться, у него перестают скрипеть руки. Обычно применение препаратов с высоким содержанием меди в нашей компании это препарат, который называется алгоцин, 1 чайная ложка на стакан воды, или можно просто 1 чайная ложка сразу после приема пищи. Его необходимо принимать исключительно после приема пищи. Поможет вам в дальнейшем справиться с
артрозами, которые появляются очень часто, локтевые артрозы, артрозы суглобовые, даже челюстные. Если принимать это совместно с гиалуроновой кислотой и коллагеном, а эластин будет формироваться за счет приема дополнительной меди. Это в комплексе заметно улучшит общее ваше состояние. Можно добавить селен еще. А кальций уменьшить можно. Есть еще препарат артрозин и мазь такая артрозин. Щелкает кость или щелкает ткань. Щелкает сустав на челюсти, щелкает локтевой сустав, или коленный, или голеностопа, или кисти, или еще где-либо. Начинайте принимать алгоцин, смазывайте мазью артрозин, принимайте препарат артрозин. Это вылечит артроз. Артроз — заболевание сложное, но вы будете приятно удивлены, когда начнете принимать данные препараты и увидите их по-настоящему ярко выраженную активность. Андрей Филонов. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, как вылечить судорогу в правой ноге и выкручивает большой палец на этой же ноге? Как вылечить судороги в правой ноге и большой палец выламывает на этой ноге? Судороги являются очень часто полинейропатией и необходимо лечить нервные ткани. Каким образом это делается? Это может быть это возможно сделать ударно-волновым методом. Это можно делать, принимая препараты альфа-липоевой кислоты. В нашей компании разработан препарат, который называется Morbus-Stop. Вот препарат Morbus-Stop, если его принимать, то данные судороги купируются. Если нет такой возможности принимать какие-либо препараты, вообще хочу сказать, что очень часто судороги являются проблемами тромбоза сосудов. То есть это может или кастрикции сосудов, то есть либо это спазм сосудов, либо это произошла вазокастрикция. То есть на фоне сахарного диабета второго типа или высокого холестерина начинает происходить стеноз, появляется артерионепроходимость и появляются данные заболевания. То есть это может быть на фоне сахарного диабета и первого, и второго типа, на фоне атеросклероза, артериосклероза, полинейропатии, полинейтропатии. Одним словом, симптомов много. И прежде всего необходимо обратиться и к сосудистому, к врачу-кардиологу, для того, чтобы провести исследование сосудов. То есть сделать исследование дуплероскопию, это исследование сосудов нижних конечностей. Обратиться к неврологу и провести неврологические исследования, и посмотреть, есть ли поражение нервных тканей, начать проводить какую-либо терапию. Это физиопроцедура, а также это может быть специальные препараты типа кверцетин, рутин и так далее. Кофеиновая кислота, может быть никотиновая кислота. Таурин может быть еще. Самый простой способ народный — это положить в постель металлический предмет в виде ломика или арматуры. И вот когда появляется судорога, нужно взять этот предмет и очень сильно со всей силы рукой сжать. Не знаю, но почему-то помогает. У моей мамы было такое, я посоветовал, но как-то она переросла. То есть год или два это делала, и потом у нее судороги исчезли. Венера Аликеева. Здравствуйте, Андрей Андреевич и все участники вебинара. Огромное спасибо за труд и знания, которыми с нами делитесь. Спасибо. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спрашивает Сайриль Со. Подскажите, мне 18 лет, и я постоянно тяжело в коленях, вставать, крутится голова, а в глазах часто и ярко. А коллеги бьют тревогу из-за вечной бледности. Что это такое? Это, скорее всего, развивается у вас анемия. Вы описали все абсолютно признаки анемии, и это связано с анемией. Видимо, под воздействием информационной, социальных сетей и
и информационных сетей, которые постоянно говорят о том, что женщина красивая, эта женщина очень худая, очень часто женщины начинают использовать методы там, интервального голодания, ну и откровенно голодают, исключают из рациона питания глюкозу, исключают из рациона питания продукты и просто-напросто голодают. На самом деле, вот если сказать по-честному, очень часто именно это может приводить женщин к тому, что у них развивается кислородное голодание. Почему? Самый страшный продукт, согласно Бергу, это глюкоза. Но все забывают, что именно глюкозой кормятся наши клетки, всего организма. Когда вы говорите об энергии, которой у вас не хватает, всегда знайте, наши клетки, в них находятся, наши клетки питаются глюкозой. И в клетке находится вакуоль, митохондрии, и митохондрия начинает питаться глюкозой, выделяя энергию, которая в дальнейшем является энергией нашего организма. Когда не хватает глюкозы, особенно много глюкозы использует, как ни странно, наш мозг. И когда человек тотально исключает у себя глюкозу из рациона питания, он может столкнуться с развитием заболеваний мозга и деятельности мозга. Среди таких заболеваний на первое место можно поставить рассеянный склероз. Происходит демиелинизация поверхности мозга, в дальнейшем появляются симптомы данного заболевания, и они как раз связаны с тем, что появляются белые пятна перед глазами, появляется боль в коленях, недержание мочи. Вам конкретно необходимо срочно обратиться к неврологу, сделать энцефалограмму, провести МРТ-исследование мозга и определить, можно ли исключить данное заболевание. Может ли быть ранний рассеянный склероз? Да, может быть. Я это наблюдаю уже много-много лет, когда женщины, которые не доедают, специально не едят, доводят себя до того, что у них появляется такое заболевание. Я даже встречал смерти, когда было заболевание, развивалось оно с 13 лет и уже благополучно. Очень жаль, кстати, очень красивая девушка, она хотела стать телеведущей, и эта девочка погибла, ее не смогли спасти, у нее было очень широкое поражение мозга, вот рассеянный склероз. Зачем оно вам нужно? Лучше быть полным и быть счастливым, чем худым и падать от этого. Завязывайте. Бегом к неврологу. Фора, Андрей Андреевич, пришла посылка. Как пить, не знаю. ПРЗ, стволовые клетки, хром. А нужно лечить ноги, спину, но все болит. Итак, ПРЗ принимайте так. Одна таблетка 1 раз в день. Стволовые клетки принимайте так. Если это в жидкости, 1 чайная ложка на 1 литр воды. Вот на протяжении дня выпивайте хотя бы пол-литра. И хром. Хром принимайте по 1 таблетке 2 или даже 3 раза в день. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, с утра пить теплую водичку полезно или какой-либо смысл? Смотрите, теплая водичка нужна только тем, у кого гипертоническое заболевание сердца. Если у вас гипертония, теплая вода по утрам вам нужна. Если у вас астения, если у вас плохой запах изо рта, не пейте теплую водичку, она вам не нужна. Теплая водичка у людей, у которых пониженная кислотность, гробит ваш желудок. В случае, если у вас запоры, утро не начинайте с теплой водички. А в случае, если у вас диарея, то теплая водичка для вас. Теплая водичка с утра небезопасна, так как она приводит к снижению кислотности желудка. И у людей, у которых есть эзофагиальный рефлюкс, такая водичка не нужна. Вообще, я могу сказать, что наблюдая за появлением информации всевозможной, появляется иногда просто огромное количество противоречий и противоречивых выводов. То есть я очень понимаю обывателей или людей, которые пробуют изучать информацию, просматривая ее в большом количестве, так как одни и те же люди, при этом с хорошим образованием и с хорошими, наверное, знаниями, очень часто дают совершенно противоречивую информацию. Почему? Вы знаете, с этой противоречивой информацией сталкиваются все люди. Это связано с тем, что одни и те же медицинские издания на протяжении 10 лет дают разную противоречивую информацию. Допустим,
В Советском Союзе считалось, что для человека и для комфортной жизни человеку необходимо сбалансированное питание. При этом там говорилось о том, что необходимо питаться так. На каждые 10 килограмм, ну, грубо выглядело это так. Человек должен был принимать в рационе питания должно было быть 70% углеводов, 30% белков или 20% белков, и все остальное это там жиры. Потом появилась информация, и очень долго она мусолилась, что человек должен употреблять более высокое количество белков. То есть считалось, что человек должен употреблять от 50 до 70 общего процента питания, и это должны быть белки. При этом в дальнейшем там делилось что-то на жиры уходило, что-то углеводы. Сейчас же говорится о том, что жиров нужно больше человеку. Опять-таки, каких жиров? Опять-таки, каких углеводов? Опять-таки, что такое сбалансированное питание? И этому четкие рекомендации не даются. И потом появляются публикации. То есть публикация номер 1 о том, что если принимать там масла какие-либо в большом количестве, снижается холестерин, там липопротеиды низкой, очень низкой плотности, холестерин снижается и так далее. В случае, если человек недополучает жирной пищи, у него формируется в дальнейшем сахарный диабет первого типа. Есть такие исследования, их проводили в Египте. Они были резонансные, о них очень много говорили. О том, что люди, которые не получают совершенно жиров, а есть в Египте очень низкий уровень жизни, и многие люди недополучают жиров, так как в основном питается фоль, это фасоль. То есть берут фасоль, измельчают ее, делают из нее кашу, и там минимальное количество жиров, берут обычно лепешку, и вот такую фасоль с лепешкой едят на протяжении всей жизни. И у таких людей часто формируется, у них есть углеводы, а вот жирной пищи им не хватает, потому что мясо едят в основном кошерное, едят птицу, если там есть возможности, или недополучают мясо в продуктах питания используют чрезвычайно малое количество жиров. А также как бы в исламе у них есть такое понятие, как уменьшение употребления вот как раз этой жирной пищи. Ну и многие не могут кушать фри, немногие там жарят на масле, а это еще и дорого считается, ну и тому подобное. В основном там на костре пекут. И обратили внимание, что люди, которые длительное время недополучают жиры, у них формируется сахарный диабет первого типа. А также, как ни странно, появляется в дальнейшем заболевание гайморовых пазух, появляются однородные опухоли, там фолликулярная киста там, носовой пазухи, как один из синдромов заболевания Эпштейна-Барра, это герпевирусная инфекция. Герпевирусное заболевание, тьфу ты, инфекция. И также были исследования, которые говорят о том, что если человек недополучает углеводов в своей жизни и прямо ограничивает максимально, то в дальнейшем это может спровоцировать появление у человека депрессивных эпизодов, депрессии. Именно поэтому часто человек при тревожности, при депрессии теряет вкус еды, не может ничего есть, кроме сладкого. То есть он начинает кушать нейтральную пищу, ну и кушает по чуть-чуть сладкую пищу, и депрессия исчезает. Почему? Как ни странно, сладкая пища, которая имеет еще там, специфический ярко выраженный вкус, способна вызывать появление, вернее не вызывать, а стимулировать ядро прозрачной перегородки, нуклеус аккумбенс, о котором я рассказывал, что может приводить к появлению и стимуляции дофамина и окситоцина. То есть можно сказать, что это идет на пользу. Поэтому, когда, допустим, появляются люди, которые говорят, там, мы используем кетоновую диету. Отлично, но для того, чтобы ее использовать, вы должны нуждаться в этом. То есть у вас должен быть избыточный вес, жировая прокладка хорошая и так далее. Опять-таки не стоит забывать о том, что жир-то у нас появляется, потому что и жир-то у нас расщепляется за счет, как правило, метаболизма. То есть у нас должны формироваться, вот смотрите, холестерин, он необходим для того, чтобы надпочечники начали вырабатывать глюкокортикоиды. То есть это кортикостероиды, это
половые гормоны особенно. Это могут быть там эстрадиол, прогестерон, тестостерон. Это могут быть адреналин, норадреналин, ну и альдостероны. И это все в комплексе, это очень необходимо. Там адреналин, норадреналин для мозгов, там тестостерон для того. И это все расщепляет этот холестерин. Кстати, очень часто у женщин и у мужчин, знаете, женщины есть такие, которые вот начинают принимать такую диету, и вдруг в какой-то момент их мужчины начинают ходить надутыми. И потом у мужчин нужно спросить, что ты надутый ходишь? Он скажет, моя жена худая, у нас давно нет интимных отношений, вот что-то случилось, я ничего не могу понять. Ну, красивая, золотая, люблю ее, а вот как-то она остыла, ничего не хочется, я уже и говорю, и там и... А это связано с тем, что у нее не хватает тестостерона, который снизился на фоне того, что она недополучает холестерина, а холестерин недополучает, потому что не доедает, и нет не жиров, а именно глюкозы, представляете, ей не хватает гликогированного. Ей нужно увеличивать глюкозу. Но на самом деле такой женщине и такому мужчине, которые начинают переходить на диету, нужно опасаться снижения либидо. Почему? Потому что на фоне сжигания жиров, на фоне, как правило, такого питания более всего страдает тестостерон, более всего страдает эстрадиол. Об этом, кстати, никто не говорит, а зря. Более всего страдает мозг еще ко всему, может сформироваться бессонница. Именно поэтому для того, чтобы усиленно убирать или устранять у себя жиры, на животе особенно, необходимо принимать препараты, которые могут активно увеличивать работу или формирование тестостерона, стимуляторы выработки тестостерона. Это препарат Трибулус. В нашей компании он продается. Вот можете приобретать. Не знаю, интересно вам это или нет. У мене дуже болять коліна, вже не знаю, що й робити. Что необходимо делать человеку, у которого болят колени? Первое, необходимо провести исследования. Какие? Смотрите, С-реактивный белок, антистрептолизин, ревмопробы или ревмофактор. О чем это будет говорить? Если антистрептолизин будет высокий, это будет говорить о том, что у вас есть бактерия или микроб в крови. Это стрептококк, стафилококк, какой-нибудь там еще кок. Далее, в случае, если это есть, вам необходимо назначить препараты, связанные с антибиотические препараты, найти резистентность с данным микробом и уничтожить его. Далее, в случае, если С-реактивный белок высокий, это говорит о том, что у вас есть снижение функции коры надпочечников. И это говорит о том, что необходимо эту функцию активировать или стимулировать, дополнительно вводя гормональные препараты, глюкокортикоиды. Такими препаратами может быть преднизолон, гидрокортизон, там, внутрисуставно или внутримышечно. Это может быть мидрол, ну или аналоги данных препаратов с действующим веществом гидрокортизон. И хочу вам сказать, что это должен сделать исключительно врач. Это может быть невролог или травматолог или даже ортопед. И начинать нужно с этих исследований. В случае, если у вас ревматизм, это ревматоидное заболевание, то необходимо лечить такими препаратами. Это и глюкокортикоиды, и это и местные, и противовоспалительные препараты, есть нового поколения препараты, это и местные аппликации, определенные физиопроцедуры и так далее и тому подобное. Также это может быть подагрическое. Это может быть боль в колене, это киста Бейкера, это деформация сустава, это может быть тромбоз сосудов. То есть вот количество заболеваний, которые можно назвать, когда болит у человека сустав, это может быть артроз, артрит, их разные, ревматоидный артрит, там, ювенальный. То есть есть различные заболевания, бурсит, то есть есть различные, это подагра, подагрический артрит. То есть вот что же это такое, должен определить врач. Я хочу со своей стороны сказать вот что.
В моем понимании, когда я рассматриваю сустав, я всегда понимаю, что в суставе что-то происходит. В случае, если в суставе появляются оксалаты, то это подагрический артрит. Как появляются оксалаты? Большое количество белковой пищи, алкоголь, сахарный диабет второго типа, ожирение появляется. Далее воспаление сустава, то есть это может быть на фоне продула. То есть миозит был, сустав перестал нормально шевелиться и после этого начал формироваться артроз. В этом случае всегда нужно знать, что в этом случае синовиальная жидкость, которая находится в суставе, она более кислая. И когда она кислая, то более густая. Из-за этого как прилипает или этот сустав перестает быть эластичным. В этом случае необходимо делать прикладывание к такому суставу обычного нашатырного спирта. Он может снизить количество оксалатов, как ни странно. Ну, можно принимать аллопуринол или колхицин, или мои препараты манкулит и уролиз, ну и простуда. То есть это может быть продуло или переохлаждение. В случае, если продуло или переохлаждение, то боль такая однородная в одном месте или в одном и том же месте. Поможет камфорный спирт, то есть прикладывание аппликации или салфетки, смоченной предварительно в камфорном спирте. Прогревающие компрессы или прогревающие какие-либо физиопроцедуры могут помочь избавиться. То есть если вы продули, то поможет камфорный спирт. Если оно болит и непонятно от чего вспухает, попробуйте приложить нашатырный спирт. Лариса Зинвалюк. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, у моей мамы обнаружили полма, который кровоточит по гинекологии. Поликистоз матки, наверное, да? Что можно сделать? Операция, ей 60 лет, спасибо огромное. Послушайте, если ей не сделать операцию, то вот этот поликистоз и миома, они сами по себе не исчезнут. Вы должны это знать. Уже для того, чтобы это начало кровоточить, то в самой матке должно быть огромный объем крови. Когда там редкие кровотечения, еще одно дело. Когда они максимальные, когда оно все время течет, то это вызывает, это скорее всего заболевание, которое развивалось у нее на протяжении 10-20 лет. И дебют этого заболевания сейчас произошел, но на самом деле в анамнезе она болеет давно, просто как бы не ходила, не обращала внимания, никто диагноз не ставил, или он был минимальный. После климакса это все увеличилось и сейчас вот таким образом проявилось. Конечно, есть кровоостанавливающие препараты, можно там пробовать там сужающие и там вот вазоконстрикторы принимать там и так далее. Но на самом деле мое мнение такое, что однозначно самое простое и самое верное решение, и самое правильное, это оперативное удаление матки. Во-первых, это безопасно, в 60 лет нормально это переносится, детей у нее уже не будет, и она настолько хорошо будет себя после операции чувствовать, вы даже не представляете. Почему я это говорю? Ну, у меня сотни таких было пациентов в моей жизни, которые удаляли, и которые потом говорили огромное спасибо, что мы сделали именно это. Опять-таки, определить это миома или определить это киста или еще что-либо, и определить, является это доброкачественным и злокачественным, невозможно в случае, если есть кровотечение. А при удалении делается гистология, и после этого выясняется, есть ли там что-то, на что стоит обратить внимание. Поэтому при любом кровотечении, особенно если оно длительное и долго тянущееся, жизненно необходимо провести такую операцию и провести в дальнейшем исследование и отклонить или исключить самое страшное. Аденоиди, запущена операція, дитина 8,5 років. Есть великолепный препарат у меня в компании, найдите его, он называется эмбрионазин.
Используйте его таким образом, брызгайте его в носоглотку 1-2 раза в день ребенку и в рот тоже 2 раза в день. Также давайте ему сладкие такие таблетки, они называются в нашей компании Лизам, допоможе горлу вам. И чтобы он рассасывал их на протяжении дня, по одной таблетке до 10 раз в день, прям рассасывал их. Будете производить это 1 месяц, через 1 месяц вам ваш диагноз снимут. Если вы приобретете препараты, начнете принимать, и вашему ребенку не поможет, можете мне написать, и я верну вам деньги. Я абсолютно на 100% уверен, что это поможет. Здравствуйте, у меня очень болят ноги. Что можно сделать, чтобы уменьшить боль? Бишофит. Найдите бишофит в интернете, прикладывайте бишофитовые повязки или делайте бишофитовые аппликации, и боли не будет. Эзокерит. Из России могу я приобретать ваши марафоны и продукцию? Нет, мы не работаем с Россией совершенно ни в каком виде, никак. Мы не передаем, не продаем, деньги не принимаем, ничего этого не делаем. Ищите способы другие. В Россию никак. Чем лечить нейропатию после химии? Нейропатию лечить нужно альфа-липоевой кислотой и рутином, и препаратом, называется он кверцетин. Итак, альфа-липоевая кислота 1 таблетка 2 раза в день, рутин 1 таблетка 2 раза в день, кверцетин 1 таблетка 2 раза в день. Руслан Югас. Андрей Андреевич, вы помогли моей маме, она живет в США, от рака груди. Гепатит С можно вылечить? Можно вылечить гепатит С, если принимать препарат, разработанный мной, он называется Гепофит. Принимать его необходимо 2 таблетки 3 раза в день. Второй препарат называется Бетулин. Принимать 2 таблетки 3 раза в день. И третий препарат называется бетулиновая кислота. Принимать 2 таблетки на ночь. Еще один препарат называется эмбриоэликсир. Принимается так: 1 чайная ложка разводится на 1 литр воды, через трубочку по чуть-чуть на протяжении дня этот литр выпивать. Все это в комплексе способно на протяжении 2,5-3 месяцев полностью устранить гепатит. Хотите верьте, хотите нет. Заболевание Жильбера можно устранить на протяжении где-то 1,5 месяца. 2 таблетки 2 раза в день препарата бетулин. И все, и Жильбера нет. Билирубин будет в норме. Андрей Андреевич, с чем нельзя пить фолиевую кислоту? Фолиевую кислоту совместно нельзя принимать с другими кислотами. А раздельно можно принимать с чем хотите. То есть, если это будет у вас фолиевая с аскорбиновой, то не нужно. Или фолиевая с янтарной, тоже не нужно. Или фолиевая с альфа-липоевой, тоже не нужно. А саму по себе принимать отдельно фолиевую кислоту можно, пожалуйста. Я знаю, что фолиевая кислота может разрушаться от никотиновой кислоты. То есть, не принимайте совместно с препаратами никотиновой кислоты в один день. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, на что мне обратить внимание в моем здоровье повышена соя? Смотрите, соя всегда это то, что говорит о том, что есть воспаление. А какое воспаление и чего? Неизвестно. Оно может быть безопасное, то есть это может быть миозит, воспаление мышечной ткани. А может быть и опасно, допустим, это может быть ревматоидный артрит. Это может быть на фоне пилонефрита, может быть, на фоне артерии. Любое воспаление в теле, сустав воспалился немножко, артрит. Может быть, если очень долго повышенная соя, то это может быть длительным развитием какого-либо заболевания. Соя обычно повышается еще и на фоне, один из таких пунктиков или показателей того, что в организме происходит воспаление, на фоне общих показателей хороших анализов, высокая и чрезмерно высокая соя,
может говорить о развитии каких-либо онкологических заболеваний, особенно таких как базалиома или саркома, там, саркома Капоши, допустим. Привет. Он что ж такое? Скажите, чем можно лечить косточки на пальцах ног? Спасибо вам большое. Милая Олена, Андрюк, скажите мне, косточки от чего лечить? То есть что там? Там подагра? Или это артрит? Смотрите, если артрит, препарат артридикс. Если подагра, препарат уролиз манкулит. Также есть такая мазь в моей компании, называется бишофит. Она уберет боль быстро. Есть мазь габана, она от артрита, тоже очень великолепна. А если хотите не разные мази, можно одну купить, она называется золотой бальзам Дуйко. Он вообще от всего, в нем там чего только нет. Очень хорошие есть результаты при применении мази, которая называется псориатикс. Она в действительности убирает псориаз у человека. Также есть вот такая мазь от бородавок называется. У кого есть проблемы, связанные с микозами в ушах, которые очень сложно лечить и долго лечатся. Вот применение этой мази буквально за несколько недель устраняет грибок в ушах. При этом использовать ее не нужно каждый день. Использовать один раз в неделю. Так, 1-2 месяца и грибка нет. Так. Еще сегодня я хотел бы рассказать о детском витамине, который называется витамин D3. Это желатиновая капсула с содержанием действующего вещества 200 микрограмм или 200 миллиграмм. Витамин D3 для взрослых и детей в виде вот таких красивых желатиновых шариков. Детям очень приятно использовать. Кому необходим витамин D3, об этом я говорил на своих семинарах. Я могу сказать, что витамин D3 это витамин, который прежде всего воздействует на мозговую деятельность. Принимать его очень хорошо с таурином, с L-триптофаном. В случае, если принимать таурин, L-триптофан и витамин D3, у человека улучшается настроение, является препаратами, которые могут быть синергистами формирования дофамина, улучшает настроение, появляются счастливые моменты жизни. В случае, если это принимают дети, то влияет на усвоение кальция, усвоение йода, улучшает усвоение йода. Уже раньше говорил, в случае, если человек принимает витамин D3, он должен знать, что он должен принимать еще и дополнительно витамины с йодом. То есть это йодикс нашей компании или какие-либо другие. Витамин D3 назначают обычно детям, у которых есть там полиомиелит, или есть женщинам, у которых есть заболевания остеопороз. Также при любых заболеваниях, связанных с плохим настроением, формированием тревожности, депрессии, панических атак и так далее. Мне кажется, доктор Берг, он от всех заболеваний назначает витамин D3 в любом количестве. Сейчас на витамине D3 все помешаны. И считается это чуть ли не панацея от всех заболеваний. Знаете, я хочу сказать, что витамин, по моему мнению, наверное, может не надо говорить, значимость данного витамина максимально преувеличена. На самом деле я не думаю, что это прямо панацея от всех заболеваний, как говорит мистер Берг. То есть ешь так, питайся и там вылечиться от всех заболеваний. Любое видео его смотришь, и там всегда одни и те же препараты. Это омега-3, витамин D3 и все, и ты здоров. И одноразовое или двухразовое питание и исключение углеводов. Вот я могу сказать вам, что да, в действительности доля разумного в этом есть, но в большинстве своем это преувеличено. Но я понимаю, для чего это делается. Ну и хочу вам сказать, что не все так просто, и решения они не кроются прямо в двух компонентах, в омеге-3 и витамине D3. Кстати, при ревматоидном артрите, при любых заболеваниях суставов я очень рекомендую действительно принимать и витамин D3, и препараты омега-3 тоже.
Здравствуйте, Андрей Андреевич, спрашивает Валентина Цыганко. Подскажите, чем можно лечить язву во рту? Я постоянно прикусываю щеку и губы, появляется язва, спасибо. Обычной зеленкой. Это самые лучшие средства. Обычная зеленка лечит лучше всего любые стоматиты, гингивиты. Попробуйте. Но здесь вы просто говорите о том, что вы все время прикусываете. А вот то, что вы прикусываете, нехорошо. Потому что когда человек прикусывает щеку или прикусывает язык, то это может говорить о проблемах, которые связаны с мозгом. Поэтому необходимо сделать МРТ мозга и посмотреть, не развивается ли там, допустим, гипофизарная или гипоталамическая недостаточность, нет ли кист каких-нибудь, там, есть ли наполненность турецкого седла, ну и так далее, нет ли каких-либо неврологических изменений. Здравствуйте, подскажите, каковы причины пяточной шпоры и как с ней бороться? Берете скалку для раскатывания теста и каждый день эту скалку катаете ступнями своими. Делайте это 1, 2 или даже 3 раза в день. После чего смазываете камфорным спиртом. И все. Почему появляются пяточные шпоры? Это экзостоз, который связан с переизбытком кальциево-фосфорных соединений, которые находятся в организме. И чем это устраняется? По-другому, новообразование костной ткани. Чем это устраняется? Обычно это устраняют кислыми примочками. Также можно ударно-волновой терапией или ультразвуковой ударной терапией. Это в неврологии такое используют. Ну или компрессами. Компрессы обычно это уксусные компрессы. Или с любой, обычно даже не уксусные компрессы, а компрессы с лимонной кислотой. Они очень хорошо это устраняют ненадолго или на само место. Ну и самый простой способ это просто увеличить циркуляцию в стопе, циркуляцию крови. И процесс аутоиммуна сам находит пути решения. Вот так. Ну и прогревание стоп тоже помогает. Я желаю вам здоровья. Надеюсь, был сегодняшний вебинар вам интересен. Все препараты вы можете приобрести по данной ссылке tibetanformula.com. Прямо сейчас можете позвонить по данным номерам телефона, сказать волшебное слово «Дуйко молодец», и вам дадут 10% скидки на сегодняшний день на каждый из препаратов, который указан на моем сайте. Поэтому перейдите, купите сегодня и получите 10%, сказав волшебное слово «Дуйко молодец». Дуйко моя фамилия, а молодец это как бы само себе. Здоровым быть легко поможет вам Андрей Дуйко. Занимайтесь здоровьем уже сегодня, так как в дальнейшем это лечение может быть не только затратным, а еще и долгим. Поэтому выявить заболевание в начальной стадии, выявить заболевание до момента, пока заболевание захватит ваше тело и начнет быть вашим хозяином, возможно, если обращать внимание уже сейчас. Конечно же, самое простое это не лечение, а профилактика. И уже сейчас можно профилактировать ряд заболеваний, используя определенные пищевые добавки, биологически активные добавки, сделанные на основе экстрактов лекарственных растений. Экстракты лекарственных растений являются на самом деле веществами, которые делаются из лекарственных растений. Поэтому экстракты лекарственных растений, соединенные определенным образом по определенному рецепту, называются лекарственными БАДами. Или БАДами из лекарственных растений. Ну, можно лекарственными БАДами из лекарственных растений. Именно поэтому эффективность данных препаратов очень высока. Они имеют более мягкое экологичное воздействие на организм и, как правило, воздействуют на целую систему, а не локально воздействуя на тот или иной орган. Именно поэтому такими препаратами нужно лечиться для профилактики, для поддержания иммунитета, для профилактики и лечения длительных, латентных, таких мягких заболеваний, ну и в том числе и всех остальных. Также в нашей компании особое внимание уделяется и сбору растений, и изготовлению экстрактов, и соединению их, и производству, и так далее и тому подобное.
На каждый из наших препаратов мы сделали сертификаты соответствия, и есть на каждый препарат или на каждый БАД есть соответствующие документы, гигиенические исследования, гигиенические заключения. И это все можно найти на нашем сайте tibetan-formula.com. Поэтому смело можете приобретать данные препараты, профилактировать, лечиться, улучшать ваше здоровье. Препараты все разделены на определенные элементы влияния и влияния на определенные системы. Есть препараты для снижения глюкозы, для лечения заболеваний поджелудочной железы, лечения почек, устранения диатеза, устранения артритов, артрозов и восстановления тканей в опорно-двигательной системе, лечение диабета, лечение атеросклероза, лечение панкреатита, лечение заболеваний мозга, лечение носоглотки и так далее и тому подобное. Хрящевой ткани, позвоночника. Также в компании разработан целый ряд мазей лекарственных. Они имеют удивительный, очень эффективный, ярко действующий эффект. Обязательно переходите на наш сайт, знакомьтесь с нашей компанией, знакомьтесь с нашими